Привет, меня зовут Даша, и я посетила самую необычную, самую закрытую выставку военной техники. Это трофеи из Украины, и туда удается попасть далеко не всем, но в этом видео у вас есть уникальный шанс рассмотреть экспонаты. Это сборная мира по бронетехнике. А начнем с самого интересного экземпляра. Это французский колесный танк АМХ-10 RCR. Это, в общем, родоначальник класса колесных танков, хотя изначально он классифицировался как тяжелый бронеавтомобиль. Машина создавалась в ответ на опыт колониальных конфликтов Франции в Индокитае и Африке, а танк вооружен 105-мм пушкой, имеет бронирование из алюминиевого сплава, стойкое к пулям и осколкам. Именно бронезащита первой подверглась критике. С конца 90-х годов французы усилили стальные экраны с 5 до 10 мм. Пока неизвестно, сколько конкретно таких машин получила Украина, а общий пакет в 40 единиц, а всего их у Франции 248. И есть информация, что на начало лета 2023 года их было только 14, и поэтому они пошли на оснащение 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сформированной в самом начале конфликта. А в текущем контрнаступлении на юге эти колесные танки воевали с самого начала. После первых дней неудачного опыта ВСУ перевели машины в статус огневой поддержки, но и с этим у них есть проблемы. У колесных танков нет унификации с НАТО. Это французская пушка под французские снаряды в 105 мм, то есть с ними не получится использовать натовские боеприпасы. Это следствие того, что Франция не входила в состав НАТО с 1966 года по 2009, когда восстановила полноценное членство, а машина проектировалась в 70-е годы прошлого века. А большая часть потенциальных целей для этого танка – это БМП и БТР, но для борьбы с ними было бы достаточно более легкого оружия. 105-мм пушка по таким целям – это слишком избыточно, да еще и обуза для логистики, ведь больше никакая техника у ВСУ этот тип боеприпасов не использует. А больше контента обо мне вне моделизма и военной техники выходит на моей страничке на Бусти. Есть ссылочка в описании, а мой модельный канал есть в закрепленном комментарии. Швецию представляет БМП CV-90. Российские военные захватили ценный трофей. Это шведская боевая машина пехоты CV-90 40C. БМП вывели из строя выстрелом из РПГ в районе Чернопоповки на Старобельском направлении. Экипаж сбежал, а обездвиженную машину отбуксировали в тыл. CV-40-90 принята на вооружение в 1993 году и является основной БМП шведской армии. До Украины она воевала в Афганистане. Экипаж у нее 3 человека, а десант до 8 бойцов. И компоновка у нее стандартная для БМП западной школы. И здесь наши конструкторы вряд ли узнают что-то новое. Однако интерес для нас могут представлять модули композитной брони с керамическими элементами германского производства, способные выдерживать попадание 30-мм бронебойного оперенного снаряда. Помимо неплохого бронирования, у CV-90 очень интересное орудие. Это 40-мм пушка Бафорс. Это глубокая модернизация зенитки времен Второй мировой войны. А особый интерес представляет входящие в боекомплект орудия снаряды с программируемым взрывателем. И в зависимости от введенных заранее установок они могут подрываться на любом участке траектории. Эта особенность превращает такие боеприпасы в эффективное средство поражения укрытой в окопах пехоты и малоразмерных беспилотников в воздухе. Танк Т-72 АМТ представляет поле хозяев. Украине досталось достаточно много Т-72А. Это одна из самых первых модификаций танка Т-72, разработанная в 1979 году. И большинство этих танков Украина благополучно продала. Но тем не менее, что-то у них осталось, и они решили с ним что-то сделать. Причем в отличие от Т-64БМ и Т-84, Т-72 АМТ – это уже разработка после майдановской Украины. Так что все минусы, которые у нее есть, а их немало, дело рук уже современной Украины. А после Майдана Украина перестала продавать свои танки. Так что теперь она их использовала сама, но на Донбассе. Киевский бронетанковый завод в 2017 году решил представить уже полностью независимую модификацию Т-72 АМТ. И их показали прямо на параде в честь Дня независимости. На новую модификацию установили динамическую защиту НОЖ. Это украинская разработка конца 90-х годов, начала 2000-х. И по заявлению украинцев, эта динамическая защита может исключительно эффективно противостоять кинетическим боеприпасам. И говорили, что она в прямом смысле разрезает вражеские снаряды. Также на АМТ установили приборы ночного видения. И предположительно всего Украина располагает 25 танками такого типа. Из них как минимум один был подбит на Донбассе, один взят в качестве трофея под Киевом. И последний, сразу же как он был получен, его тут же увезли с фронта, и теперь он находится в подмосковном парке «Патриот». И вы его видите прямо сейчас. Тему украинского танкостроения продолжает Т-64БВ. И с 2015 года Харьковский бронетанковый принялся за работу над упрощенной версией танка Т-64БМ «Булат», которую можно было бы производить серийно за небольшие деньги и при этом потянуть не только защиту.
Выход нашли, но нестандартный. Т-64БВ образца 2017 года – это не капитальный ремонт советских танков Т-64БВ, а полноценная модернизация. Ее суть заключается в переработке системы управления огнем, систем связи и прочего электронного бортового оборудования. В частности, танк получил полноценный тепловизор, новую радиостанцию, систему мониторинга за геолокацией и новую бортовую систему, вместе с дисплеями для наблюдения и наведения. При этом внешний танк сильно не менялся и спокойно сливался в толпе неулучшенных Т-64БВ. Тем не менее, военные требовали улучшить не только систему управления огнем, но и защиту. И здесь-то и кроется нестандартность подхода. Вместо установки встроенных модулей динамической защиты, подобно БМ «Булат», сделали акцент на навесных модулях с тем же поражающим элементом. И, конечно же, тут речь идет о динамической защите нож, которая располагается в один слой. Ее было легче и проще эксплуатировать и ремонтировать. Со следующим экспонатом все не так однозначно. На нем нарисован американский флаг, но это не совсем корректно. В пояснительной табличке написано, что это М113. Но формы ее отличаются от классического американского БТР. Я рекомендую посмотреть мое видео про американскую бронетехнику, которая была захвачена в ходе Холодной войны. И там было несколько М113, и они внешне отличаются от этого экземпляра. Еще весной Нидерланды передали ВСУ некоторое количество бронетранспортеров YPR-765, снятых с хранения. Позже такая техника попала в зону боевых действий и дополнила другие боевые машины украинских формирований. YPR-765 фактически представляет собой глубокую модернизацию классического американского БТР М113. И на момент своего появления БТР или БМП YPR-765 был вполне современной боевой машиной с достаточно высокими тактико-техническими характеристиками. Однако с тех пор прошло полвека, и за это время требования к бронетехнике пехоты серьезно изменились. И несмотря на все попытки модернизации и обновления, машины YPR-765, как и исходный М113, таким требованиям уже не соответствуют. Как показала практика, подвижность нидерландского БТР недостаточна для украинского ландшафта, и в этих условиях машина может застрять. Уровень защиты не соответствует актуальным угрозам. Собственная броня и навесные блоки защиты способны выдерживать только пули и некоторые типы малокалиберных снарядов, а современные бронебойные боеприпасы или же системы больших калибров представляют самую серьезную угрозу. При этом YPR-765 в виде бронетранспортера может нести только крупнокалиберный пулемет. Это ограничивает возможности по самозащите и поддержке пехоты. А это настоящий американец. Одним из сравнительно свежих продуктов американского ВПК является бронеавтомобиль International Max Pro, пришедший на замену Humvee в 2007 году. И главное достоинство данного МРАП, со слов самого производителя, это повышенная противоминная защита, которая стала основным требованием к разработчикам со стороны западных армий, которые воевали с партизанскими движениями на просторах Ближнего Востока и Африки. Max Pro, переданные США ВСУ, позиционируются как чудо техники, способные переломить ход войны. Однако в условиях восточноевропейской равнины данные бронеавтомобили начинают чувствовать себя, мягко говоря, неуютно, как только происходит размыв грунта. Это подтверждают недавно снятые кадры, на которых завядшие в грязи Max Pro пытаются бороться с украинской распутицей. А прибывшие в Украину International Max Pro, как сообщается ранее, использовались американскими войсками в Ираке. И там, я думаю, распутицы и не было. И вернемся к украинской технике. Перед вами БТР-3АД. Изначально БТР-3 разрабатывался для экспорта. И вообще, это украинская особенность. Почти все украинское вооружение разрабатывалось изначально для продажи, начиная от ПТРК и заканчивая танками. А исключением, наверное, был только танк Т-64БМ, сделанный действительно для ВСУ. Разрабатывали их для ОАЭ, но арабы не спешили их покупать, и поэтому первым покупателем БТР-3 стала Нигерия. Вообще модификаций у них очень много, так как украинцы пытались продавать их максимальному количеству стран. Так начали появляться очень странные модификации с 90-мм пушками, и все с большим и большим количеством западных компонентов. В итоге украинского там осталось довольно мало. Арабы настояли на установке немецкого двигателя, американской трансмиссии, французских шин, японской системы кондиционирования и французских радиостанций. А от украинцев же требовалось произвести корпус и боевой модуль. По итогу БТР-3 вышел народной солянкой из нормальных западных компонентов, хотя у них тоже есть свои проблемы. Например, электроника не очень любит низкие температуры, а в нашем климате это очень большая проблема, и украинской сборкой. А из хорошего можно выделить установку ПТРК.
Гость из Туманного Альбиона Хаски, как и некоторые другие современные броневики британской армии, Хаски TSV имеет иностранное происхождение. Эту машину разрабатывала и производила американская корпорация Navistar International. Изначально машину представили на конкурс Пентагона, целью которого был выбор перспективного защищенного транспорта для сухопутных подразделений. А в 2008 году победителем конкурса стал броневик от компании Oshkosh, а Navistar пришлось искать новых заказчиков. И в этот период новый броневик искала армия Великобритании. Ей требовалась машина типа МРАП с высоким уровнем баллистической и противоминной защиты, которую можно было бы получить в ближайшее время. Такие броневики планировалось отправить в Афганистан и заменить их с помощью защищенную модификацию внедорожника Land Rover, не отвечающую всем требованиям. Броневики были приняты на вооружение под названием Husky Tactical Support Vehicle TSV. После выхода британской армии из Афганистана будущие Хаски и другие МРАП-броневики оказались под вопросом, и вскоре началось сокращение парка. К настоящему времени у британской армии оставалось 320 машин такого типа, из них 120 передали в резерв или поставили на хранение. Теперь же ненужной техники нашли новых хозяев. Некоторое количество Хаски TSV передают Украине, и кроме того, в конце мая стало известно, что 70 таких машин продолжат службу в вооруженных силах Ганы. В ходе работы в Афганистане Хаски неплохо показали себя и справились с возложенной работой, однако в текущей ситуации их перспективы сомнительны. Броневики класса МРАП создавались для конфликтов низкой интенсивности и применения против партизанских формирований. Однако Украина пытается противостоять полноценной современной армии со всеми необходимыми войсками и средствами поражения. Соответственно, броневики подвергаются серьезным рискам как на передовой, так и в тылу, и в любой момент времени могут попасть под удар. Вернемся к украинскому оборонпрому. Украинский бронетранспортер БТР-4 представляет собой полноприводную бронированную плавающую боевую машину с колесной формулой 8х8. БТР-4 «Буцефал» предназначен для перевозки бойцов мотострелковых подразделений, а также оказания им непосредственной огневой поддержки в боевых условиях. Еще машина может использоваться бойцами морской пехоты и подразделениями сил специального назначения. Наличие современного оборудования позволяет использовать БТР-4 для решения боевых задач как в дневное, так и в ночное время. Машина обладает достаточной проходимостью для действий вне дорог и в том числе в условиях полного бездорожья. Трещины на броне многих БТР-4 появились по причине нарушения технологии сварки. Горячие корпуса после сварочных работ оставляли в холодном цеху, жалели газ на отопление цехов, и в итоге при остывании образовывались трещины. И выяснилось, что БТР-4 собирались не из новых бронеплит, а из элементов распиленных старых БТРов. А после начала конфликта на Донбассе на Украине выяснилось, что куда-то пропали почти все БТР-60. И вот вам загадочка. И снова в объективе моей камеры британский интурист с американской родословной. Бронеавтомобиль «Мастиф», он и как и «Хаски», переданные Украине, имеют американское происхождение. Так, в начале 2000-х компания Force Protection из США представила МРАП-броневик «Гуар» в разных версиях и модификациях. Эта техника заинтересовала Пентагон, а вслед за ним и военные ведомства других стран. Одним из первых покупателей кугуаров стала Великобритания, и она заказала технику нескольких модификаций с разным оснащением. И самым массовым стал трехосный броневик с закрытым корпусом-фургоном для перевозки солдат. В британской армии такая машина получила название «Мастиф». В 10-х годах Великобритания начала вывод войск из Афганистана, и необходимость в МРАПах сократилась. Значительную часть «Мастифов» и других броневиков вывели из эксплуатации и поставили на хранение. Броневик предназначен для конфликтов малой интенсивности, что определило состав вооружения. На крыше корпуса смонтирована открытая сверху башня с креплением под оружие. Возможно, установка пулеметов нормального или крупного калибра, либо автоматического гранатомета. Каких-либо средств автоматизации отдельных прицельных устройств нет. Иностранные «Мастифы» и другие броневики передаются для восполнения потерь в бронетранспортерах ВСУ. В целом они способны стать заменой для старых БТРов и показывают достойные для этого характеристики. Однако 120 машин разных типов не хватает для восстановления всего парка техники. Поставки других бронемашин из третьих стран тоже не повлияют на ситуацию. Настоящий британский раритет – бронеавтомобиль «Саксон». Он разработан в 70-е годы и имеет общий вес более 10 тонн. Благодаря мощному двигателю и наличию полного привода на шоссе он мог развивать скорость до 96 км в час, а учитывая незначительный расход топлива, запас хода по шоссе превышал 500 км.
Бронирование не отличалось особым уровнем защиты. Саксон имел стальные листы брони, которые могли выдерживать лишь попадание пули стандартного винтовочного калибра, а тяжелые пулеметы или бронебойные снайперские винтовки были настоящей угрозой для экипажа, который состоял из 2 человек. Впервые бронеавтомобили Саксон были использованы британскими военными, входившими в миротворческие силы ООН на территории Боснии. Позже британцы применили их в рамках военной помощи, которую они оказывают американцам в Ираке. А в 2014 году Украина приобрела 75 британских броневиков, а спустя год у украинских депутатов возникли вопросы о целесообразности трат бюджетных средств на подобные автомобили. Бушмастер – это относительно недорогая и достаточно современная бронированная машина. Австралия не самая милитаризированная в мире держава, с начала 90-х годов выпустила более 1000 этих БТРов. И теперь в стране кенгуру наблюдается их излишек. 2 десятка бронетранспортеров были переданы в ВСУ. Бушмастер имеет систему автоматической подкачки шин в случае прострела и, как утверждают австралийские военные, надежен и чрезвычайно прост в управлении. Эта машина служила контингенту Австралии в Афганистане. Вместе с тем, все-таки это не полноценный армейский, а скорее полицейский бронеавтомобиль. Бронеавтомобиль хорошо приспособлен для действий в пустынной местности, характерный для Северной и Центральной Австралии. Запас топлива и провизии хватает на то, чтобы снабжать отделение пехоты из 10 человек всем необходимым в течение 3 дней. Все версии изначально комплектуются кондиционером, что позволяет военнослужащим легче переносить высокие температуры окружающей среды. И в целом, несмотря на австралийское происхождение, с точки зрения компонентов, Бушмастер представляет собой сборную солянку из разных стран и от разных международных корпораций, что, впрочем, никак не помешало стать ему коммерчески успешным проектом. Еще один скандинавский легионер. На момент своего появления Сису XA-180 был современным бронетранспортером и вполне соответствовал актуальным требованиям. Благодаря этому он стал одной из основных боевых машин финской армии, а также нашел место в вооруженных силах нескольких других государств. С помощью XA-180 и его версии пехота улучшила свою мобильность, а также получила достаточную защиту и огневую поддержку. Тем не менее, за последующие 40 лет ситуация серьезно изменилась. XA-180 как в исходном, так и в доработанном виде больше не соответствует современным требованиям. Единственным его преимуществом остается большая вместимость десантного отделения и возможность установки крупнокалиберного пулемета. При всем при этом уровень защиты уже недостаточен, даже и у поздних модернизированных вариантов. Вероятнее всего, бронемашины прибыли на Украину из Финляндии, на что указывает их камуфляжная окраска. БТР XA-180 состоят на вооружении нескольких стран, однако только финская армия использует подобный трехцветный рисунок с характерной формой пятен. Другие эксплуатанты окрашивают свою технику иначе. И несмотря на подобные факты, официальные Хельсинки никак не комментируют появление такой техники у украинских формирований. По какой причине финское руководство считает необходимым сохранить молчание даже сейчас, когда поставки техники перестали быть тайной и имеются как минимум косвенные доказательства, до сих пор неизвестно. Перед вами очень редкий образец украинской военной промышленности – бронеавтомобиль «Тритон». Известно, что разработка этих специальных транспортных средств велась одним из частных судостроительных предприятий, расположенных в Киеве. Его владельцы также решили заработать на военных заказах для сухопутных войск. Первоначально машина позиционировалась как плавающий бронетранспортер с усиленной противоминной защитой, и он должен был перевозить 11 человек, включая 3 членов экипажа. И согласно принятой на Украине практике, при создании двухосного «Тритона» широко использовались элементы старой советской техники, в данном случае БТР-70. Также для него приобрели шведские дизельные двигатели мощностью 211 лошадиных сил и американскую автоматическую коробку передач, а также германские шины. Несмотря на агрессивную рекламу, броневиком заинтересовалась лишь пограничная служба, выразив намерение приобрести более 60 единиц. И для них предназначалась уже не плавающая версия, а оборудованная радиолокационной станцией, тепловизором, телевизионной системой наблюдения, лазерным дальномером и аппаратурой радиомониторинга. Однако после изготовления 4 экземпляров разразился громкий скандал. Оказалось, что техника не прошла необходимых испытаний, а цена на нее слишком завышена, и в результате производство было свернуто. А это специализированное бронированное транспортное средство разработано в соответствии с требованиями силовых ведомств Украины и спецподразделений для участия в военных, антитеррористических и специальных операциях.
Варта имеет классическую компоновку, двигатель спереди, управление в средней части, а десант в кормовой. Варта оснащена системой центральной подкачки колес и резиной с пулестойкими вставками Run-Flat от немецкого производителя Continental. Стоит отметить, что машин с колесной формулой 4х4 в украинских силовых структурах достаточно, и по словам некоторых экспертов, происхождение данной машины имеет белорусские корни, и речь тут идет о первых образцах Варты, которые устанавливались на шасси МАЗ белорусского производства и были оснащены российским двигателем. Первые образцы были представлены еще в 2015 году в качестве полицейских машин, однако весной уже 2016 года производители представили образец для госиспытаний, решившись на военный заказ, и с этой целью российский двигатель был заменен на китайский мощностью в 380 лошадиных сил. И самое интересное, что армейцы достаточно быстро приняли на вооружение бронеавтомобиль с оговоркой до окончания особого периода, а производители тем временем продолжали уже модернизацию. Богдан 2251 построен на шасси китайского пикапа Great Wall Wingle 5, который прежде продавался в России. Интересно, что первоначально была построена машина вагонной компоновки с оригинальным кузовом, однако нарекания к конструкции заставили изменить подход. Одобренный вариант представляет собой модуль из алюминиевых сэндвич-панелей, установленных на место грузового отсека пикапа. При этом на месте эмблемы компании Great Wall красуется логотип корпорации Богдан. Модульная конструкция хороша тем, что при повреждении ходовой части санитарный отсек можно без труда переставить на аналогичное шасси. В машине могут расположиться 4 лежачих или 8 сидячих раненых, оборудование и материалы для оказания помощи. И любопытно, что после установки модулей защиты двигателя клиренс китайского пикапа уменьшился, однако производители корпорации Богдан уверяют, что проблему можно решить регулировками подвески. Спереди она торсионная, а сзади рессорная. И вот такой обзор трофейной техники, захваченной вооруженными силами Российской Федерации, у меня получился. А также скоро выйдет вторая часть выставки, посвященная стрелковому оружию и средствам связи и прочему вооружению. Так что не забывайте подписываться, чтобы не пропустить. До новых встреч, пока-пока. А с вас лайк.